Animal Rescue. На одной из остановок Перми под проливным дождем сидела и тряслась крохотная собачка. Со стороны казалось, что она совсем ничего не весит, но малышка упорно с надеждой заглядывала в лица людей, словно ожидая, что кто-то обратит на нее внимание и накормит. В таком состоянии ее и обнаружили неравнодушные люди, которые передали едва живую собачку в приют «Доброе сердце». Она передвигалась только на передних лапках, задрав вверх задние. Дыхание ее было хриплым и неровным. Есть она не могла. Но было решено до конца бороться за жизнь пожилой бедняжки, которой, как оказалось, было около 12 лет. Ее назвали Соней. Большую часть времени малютка просто спала в кабинете у директора приюта или смотрела на всех большими грустными глазами. Была надежда, что ее просто кто-то потерял, но никто так и не стал искать ее. Даже то, что она была породистой китайской хохлатой, не спасло от печальной участи доживания на улице. Девушка по имени Элли, давний друг приюта, познакомилась с новой постоялицей, и ее сердце дрогнуло во время первой прогулки с ней. Как она призналась позже, в тот момент очень хотелось, чтобы Соню забрал кто-то опытный и знающий, как помочь этой старой и больной собаке, но этого не произошло. В итоге через неделю после поступления в приют Соня уехала домой к Элли. Прогнозы по собаке были неутешительными. Но вот уже год Соня счастлива со своей хозяйкой и даже стала чувствовать себя гораздо лучше. Глядя на фото, кажется, что она даже помолодела внешне. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, диагнозы и прочее, она не только борется, но и радуется жизни, рассказывает хозяйка. Такого оптимизма и позитива в собаке я еще не встречала. И я очень рада, что год назад я забрала ее к себе. Она украсила мою жизнь. Как бы это ни звучало, но это так. Спасибо приюту. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До новых встреч!